Друзья, всем привет! Александр и Большая Камбоджа на связи. Сегодня мы едем в местный зоопарк. Он находится недалеко от нашего дома, примерно час ехать. А сейчас вот мы остановились купить дикого меда. Дикие пчелы. It's not dangerous. She said it's okay because young one. Типа молодые пчелы и все. И сколько стоит мед такой? О, вкусный, да? $10 from one. Такая бутылочка. Ну, здесь примерно где-то 1 кило, да? Вот так его собирают с деревьев, срезают прям. Дороги строят. На самом деле 27 километров, а ехать час. Не дешевый мед, кстати. У нас мед дешевле на порядок получается. Потому что если вот это 700 стоит $10, это $20 прям, ну, дорого. Но типа дикий. Дикий мед дорогой. В России дешевле. Russia more cheap, да? Здесь дорого прям. $500 грамм? И сколько стоит? Лучше в пластик. Пакет надо, чтобы в машине эти пчелы не летали. Друзья, хочу вас познакомить с интересным каналом о Вьетнаме True Vietnam. То есть реальный, настоящий, неподдельный Вьетнам. Его делает журналист, бывший телевизионщик Сергей Куропов, который еще 8 лет назад бросил российское телевидение и поселился во Вьетнаме. У него там жена вьетнамка, дети, он хорошо говорит по-вьетнамски. В общем, глубина погружения во Вьетнам потрясающая. Подписывайтесь на его канал и передавайте привет от Большой Камбоджи. Из первых уст глазами русского вьетнамца, моими глазами. Неважно, кто ты, городской хипстер или сельский житель, почтенный турист на all-inclusive или отвязный бродяга на мотобайке. Этот канал для всех, кому интересна Азия в целом и Вьетнам в частности. Присоединяйся к True Вьетнаму. Это реальный блог о реальной Азии. Опять любимые ракушки для покупки. А вон там у тети какие-то птенцы жарятся. На подъезде уже обезьяны здесь. Билетики. Хе. Так. Покупаем билетики. Для иностранцев $5. А обычный камбоджийский билет стоит $25. Территория очень большая, поэтому здесь вот можно двигаться на машине. Да и не можно, а нужно. Только другого варианта здесь нет. Либо на машине, либо на мотоцикле. Животные живут вот в вольерах в таких. Вот тут вот живет олень. Здесь такие большие вот вольеры, прям огромные, и в них
Вот живут тут разные олени. Смотрите. Конечно, им тут жарко. Вот там страусы. Просто здесь чем хорошо в этом зоопарке, что у них большая территория, они могут не просто в клетках сидят, они все-таки в таких больших вольерах, и им здесь намного проще. Смотри, Тимур, кто там? Олень. Смотри, это олень. Олень такой, да? Интересно тебе олень? Смотри, обезьяны тут еще. Обезьян, куча обезьян. Вон они. Сейчас они будут подлазить сюда. Так, отходи, отходи чуть-чуть. Это олени. Такие красивые. Красивые олени. Красивые олени. Пишет, что сына на руках не держишь. Так вот держу. А как его держать, еще и снимать? Это очень нелегко. Поэтому я отдаю его бабушке. Все. Оленю дай. Он хочет дать обезьян. На, говорит, манки, на манки. Здесь в зоопарке вот такие ресторанчики в местном стиле. Везде. И кругом они. Здесь очень много. Вот мы остановились в одном из них пообедать. Это традиционный местный стиль. Тут вот все готовят. На дровах. Лягушки. Ох, лягушки будут вкусные. Надо будет заказать лягушек по-любому. Так. Разместились на местных сиденьях. Топчанах. О! I want one coconut too. И сразу торговцы подносят и лягушки, и все остальное. На самом деле, этот зоопарк называется Центр спасения дикой природы Пном-Тамао. Этот центр дикой природы расположен примерно в 40 километрах по дороге к югу от Пномпеня. Центр был создан в 1995 году. В настоящее время в нем находится более 1200 спасенных животных из 102 видов, включая находящихся под угрозой исчезновения азиатских слонов, тигров, хохлатых гиббонов, сиамских крокодилов и малайских медведей и многих других. Все животные, живущие здесь, были конфискованы в результате незаконной торговли дикими животными, стали жертвами потери среды обитания, подарены частными владельцами или спасены в ситуации конфликта между человеком и дикой природой. Большинство из них были также спасены командой быстрого спасения дикой природы, которая была сформирована в 2001 году. Команда быстрого спасения дикой природы спасла более 50 тысяч живых животных. Лягушки, крабы, рыба, но это стандартная уже еда. Какие-то десертики даже интересные подносят. Сам вот ресторан, да, получается, вот этот. Здесь заказ делается. И еще местные ребята приносят. Все, даже детская площадка есть поиграть. Кокосик стоит 75 центов. Смотрите, вот заказ делаем, и мелких торговцев прям много подошло. Но это дело хорошее. Дети на самом деле тоже торгуют. У них тут, кстати, всякие разные изыски. Это вообще что-то интересное. Там у них краб какой-то. Ну-ка. Вы уже это видели на одном рынке еды на обзоре. Это что такое? Это с крабов, вот эти яйца, тут что-то с крабов вытаскивается. Яйцо с крабом, вот такая вот тоже история. Наверное, вкусная. А что это такое? Вот это?
Hai mùa đi bên tả năng làm bên đây hai mùa đi tròn Какие-то, это что такое? Лайм? Лайм? cả Лайм? còn Maybe take this crab? Отлайпу надо. chán thèm tuần Помпон? 5000 стоит краб, это получается $1.75. đi tròn Давай, окей. А, tam Там, tam там. ăn muối không tam đúng không lúc muối không 5000, right? Ну, попробуем краба. ra bồng ha tam Это речной краб или озерный. Вкусный краб. Да, это вот сахар из пальмы. Сахар из пальмы. Делается. món tròn tròn góp đi đâu О, приподкупили в этой девочке. А что это такое? О, это улитки. Конечно, давай. nó mờ nữa Давай, конечно, я улитки буду. Вот это тема. tròn $2, вот такие улитки. Байпон. Байпон, нормально. Давай, вкусно. Вот это улитки будут по-любому огонь. Ну вот улиточки и крабы это класс. Это вкусная будет история. Рыбу я вот это не люблю. Так, друзья, мы купили у торговцев. Что мы купили, да? Это улитки. Улитки, открой чуть-чуть. Так, посмотрим. Улитки стоят $2, да? Да. Вот улитки жареные. Ну-ка, давай пробуй. Я? Давай я попробую. Так, я пробую улиточку. Бомба. Бомба. Вот улитка. Здесь получается лимонграсс, лук, специи. Класс. Очень вкусно. Рыба. Сколько стоит? $3. Один $3, это $3. This one $2. $3. А крабы сколько? $1. Краба $1. Вот такие. Так, что тут еще у нас куплено? Это что такое? А, это мед наш. Да, вот за этот мед отдали $8. Это плоды такие от пальмы, да, из пальм. Тоже плоды, тоже вкусные. Так, ну ракушка, а сколько вот такие ракушки стоят? Вот эти ракушки сколько стоят? $2,500. Чуть дороже $1. А, и вот это что такое? Стики райс? $1. $1. Рис такой сладкий. Это закуски. И тут мы еще заказали курицу, нам принесут, пожарят, и лягушку. Воскресенье, но людей немного. Может, потому что уже, хотя только обед, 12:30. Несколько семей здесь сидит, отдыхает. А, это еще это рис, райс в банановом листе, да? $1. Name, как называется? Да, прохок, да, вот здесь вот прохок, это тухлая, это рыба. За $1. Нет, Тимуру нужно на детскую площадку, все. Не может успокоиться. Площадочка тут такая небольшая, с небольшими аттракционами.
Так, вот эти все закуски $12 все стоят. Очень недорого. Мы, честно, ими даже бы и наелись, но заказали еще вот курицу сейчас. С лягушками. Рыба вот эта тоже очень вкусная, жирная. Какой-то сом. А вот такой суп принесли. Сама курица стоит $10. И вот она, половина ее жарится, а половина ее вот в таком супе. Вкуснейший суп. Курица домашняя, которая вот эти, знаете, поджарые длинные бегают здесь. Не с фабрики. Ну, вы уже видели этот суп. Мы всегда его везде берем. И лягушки принесли. Вот такая большая тарелка жареных лягушек стоит $10. Вот такой у нас обед. Роскошный. $35. Все это стоит. И то тут самое дорогое, это жареные лягушки, которые стоят десятку. И курица, суп. И еще сейчас будет жареная курица. Суп вкуснейший. Лягушки вообще. Острота такая самая оптимальная. С овощами пожаренными. Да, это вот половину курицы еще принесли. Тоже в соусе. Сделано вкусное место. Вкусно готовят. Поел, лег в гамак и лежишь. Тимурик тоже там спать готовится. Заказали много, с собой заберем. Не съели даже половину. Спасенные животные, которые считаются пригодными для выпуска в дикую природу, перемещаются на станцию реабилитации дикой природы, созданную Альянсом дикой природы в провинции Кохконг. И после этого животных отпускают в дикую природу. Здесь есть несколько вольеров с птицами. Но детям, конечно, интересно здесь. Какие красивые. Что-то звучное. Что-то звучное. Они такие все звуки разные произносят. Очень, конечно, прикольно. Слушайте, они прям говорят, вот прям слышно, что как люди, вот они, дать, запоминают речь. Как люди повторяют. Вот это прикол, конечно. Это ибис. А, вот. Вот этих птиц я видел на островах. Очень много. Вот таких красивые. И вот этого товарища я видел. Какой большой, какой красивый. Вот есть схема зоопарка.
какие животные здесь есть. Ребята, вот это наша пальма, из которой вино делается, да? Вот мужской дает на вино сок, а это женские плоды этого дерева. Нужно снять вот так кожу. И получается вот такой плод. Сейчас его попробую. Скажу вам. Внутри, смотрите, есть такая полость, и там еще немножко вода. Такая какая-то жидкость. Чуть-чуть сладковатый, больше на желе, больше желейный. А это вино, Да. but without алкоголь. Да, да, алкоголь sweet. Это просто, это тоже сок с этого же дерева. Вот это наша пальма. Она все-таки дает столько всего интересного. Немножко как желе, но все равно такой плотный он. Не особо сладкий, но явно полезный, и есть много хороших элементов в нем. Также вот из этой пальмы у нас, видите, делается и крыша. Ну, что тут внутри? Открывай. Рис, сладкий рис, да? Sticky rice. You want? Нет, давай пробуй, что там? Визмит Coconut. с коконатом. Okay. Пробуем. Need a crispy. Need a slacky. Не, я не люблю такой. Такой он. Пресноватый рис. Чик. Кто там? Давай. Давай, поднимайся. Кто это? Пик. Это свинья. Чиру по-кабаджийски. Вот так, ребят, останавливаешься на машине, и вот такие большие вольеры с животными. Есть Хрюша, такая добрая. Хрюшка. Кабан такой дикий. Какая-то леопардовая кошка здесь. Выбирай. Bộ bọt kìa ơi. Say cái máy nữa. Cho lật thơ con. Cho lật thơ ta con đi sao không? 我感觉我可以尝试一下。他把骨头一起吃。Ai cho你的手臂这么清晰。 他都拿手机拍照高清的。 Тут и так бегают, вон ящеры. Видно их. Ну вот просят, чтобы не кормили в пластиковыми пакетами. А то вот животные погибают. Типа, если кормите, даете еду, давайте без пластика. К оленям можно прям так подойти близко. Прям вплотную. Дай мне. Не, они немножко боятся. Но бананы они едят. А, он просто вышел. Олени вот так спокойно ходят. Как бы они не заперты даже. Немножко непугливые. На. На.
А вот этому гибону все равно. Будешь кушать? На. А это другие обезьяны. Будете? С крокодилами, Валера. Ох, там крокодилов куча. Вольер с тигром. Королевская кобра. Да, вот кобру, конечно, интересно такое увидеть. Нам даже змей положили на обед. Здоровая такая прям. 3 точно метра. Мишка. Misha đó. Ê Misha. Misha, Misha. Misha. Ôi ui. Ngay bé con. Có việc ba mai nè. Ôi. Ba giờ phát rồi. Ô Misha. Смотри, какой большой. Смотри, вон Миша, смотри какой. Смотри, вон видел какой? Бедные курицы. К питону подсадили куриц. Вот один питон сидит в воде, а другой он там лежит, спит. Тут, видите, вот такие еще и птицы летают сами по себе. Тут на самом деле это такое заповедник целый. Ну и пик всей экспозиции зоопарка — это слон. Вот он, какой слон большой, да? Посел! Большой, большой. Здесь. À bông nằm đấy. Nằm đấy không? Ủa mới cho mọi thằng nhiều. Mấy anh nè. Ôi mấy anh lấy giờ mấy lấy. Он деньги взял деньги и так отдал хозяину. Вот это прикол. Какой молодец, а? Ui mà dễ lẹ сбай, чай май сбай. Да, вот бабушкам здесь Кэпи остановилась, дала инвалидкам. Акон. Бай-бай. Соксавай. Все. Đi ra chơi chút đi đã. Lên. Ну вот, друзья, такая была поездка в зоопарк. Очень интересный, можно даже сказать, что это сафари-парк. Он такой большой, там нужно постоянно ездить. Смотреть интересный. Хоть я и не люблю, когда животные сидят в клетках, но здесь все равно очень интересно было посмотреть. В частности, я вот кобру королевскую увидел первый раз. И так вообще меня очень сильно впечатлила кобра. Место очень интересное, толковое. Будете в Пномпене, обязательно съездите. Подписка, оставьте комментарий, пожелания, лайк. Удачи всем, до свидания. Вот бабушки стоят на дороге.
Едешь в зоопарк, а когда? Останавливаемся, даем по чуть-чуть.